Всем доброй ночи. Дорогие друзья, я где-то, наверное, недели 2 назад написала, что однажды покажу вам ритуал и подарю, естественно, помогающий заключить союз с водной стихией. А поскольку, согласно древним мифам, вообще мифологии, да, или если не совсем это мифология, скажем так, поверье, и законам древней магии считается, что есть один мировой океан. Ученые так и говорят, мировой океан. То есть воды, все воды, которые соединены между собой. И поскольку у океанов нету пределов, и они имеют проливы, они имеют соединения, реки падают в океан, происходит круговорот воды, то есть один мировой океан. Человек может заключить союз с водой. И вода, как очищающая стихия, дающая силы, исцеляющая, вода может на протяжении долгого времени помогать человеку. Каким образом? Выпивая воду, смывая с себя макияж или пыль, грязь, неважно, купаясь и прочее, целительная сила воды будет намного усиленно действовать на вас, если вы изначально попросили покровительство океана, то есть покровителя всей воды на планете, и не только на планете, но и в атмосфере, поскольку вода везде находится. Поскольку вода вездесущая, поскольку вода стихия непокоримая, поскольку вода стихия, которую невозможно остановить, вода может быть и злой, вода может быть и доброй, она меняет характер, как и человек, да, настроить воду поближе к себе. Вот этот ритуал, который я вам сейчас подарю, поможет вам, может быть, в каких-то тяжелых ситуациях. Если вдруг вам станет плохо, вы можете на стакан воды просто нашептать, попросить, или вы можете выпить воду. Не зря же воду пьют люди, да, и приходят в себя, если у них там обморочное состояние или что-либо другое. Но в этом отношении человек, который это провел, он усиливает действие воды для себя в сотни раз. И если у вас есть страхи, вы говорите воде и выливаете эту воду, то есть рассказываете воде или бегущей воде по-разному. Все манипуляции с водой. Вы можете попросить воду снять вашу боль, зубную боль, головную боль, начитать, просто попросить своими словами, не постоянно какие-то заговоры, говорить на воду и выпить. Но если вы не совершали такого ритуала, навряд ли вода будет все время вам помогать. А совершая такой ритуал, вы усиливаете действие воды на много раз. То есть вы просите покровительства мирового океана. И сейчас немножко расскажу и про океан, и про обитателей океана, и про богов океана. И вот такой ритуал можно совершить несколько раз в году, когда вы чувствуете, что опять ослабевает сила воды, вы можете вновь провести. Вот, например, идете устраиваться на работу, просите воду, вот налили стакан воды, попросили, там, пожалуйста, сделай так, чтобы я была красива сегодня, или я выглядела убедительно сегодня, или чтобы меня послушали, или меня приняли, да? Вы свою просьбу передаете воде, выпиваете воду и идете. Конечно, этот ритуал может у кого-то очень хорошо подействовать, может у кого-то не очень, потому что это зависит от энергии человека. Но в любом случае этот ритуал, если из 100 человек 80 обязательно получат результат, я думаю, что это отличный ритуал, да? Так вот, я написала об этом, я уже боюсь написать в своих форумах вообще, о своих планах, поскольку крадут мои идеи, дешевят их. Значит, смотрю на днях некое создание, быстренько так побежали, но пасутся же у меня, да, сутками. Значит, тут же накупили статую, поставили клюкву, воду, не знаю чего, опять же мои слова, свистнутые, переделанные, помните, на богатство Мамоне, да, как в адовых чертогах, много злата, серебра, так и у меня и так далее. Переделанные, какую-то хрень собачью, вот купите царя воды, не потрудились хотя бы почитать на этом, как там его,
на упаковке, да, что там написано, кто он такой вообще. Царя воды купите, поставьте, клюкву налейте, эту воду там, царь воды, дай серебра, как у тебя, так ты богат, так и я богата, и тут же эту воду, не знаю, цветы поливать, и сразу золотой дождь, значит, хлынет вам на бошку. Смешно, примитивно, товарищи. К сожалению, очень продешевили это все дело, но я сейчас покажу настоящий ритуал. Во-первых, начнем с того, что это не царь воды. Я думаю, что все-таки, да, вот эта ненависть к образованным людям, ненависть к образованию дает все-таки о себе знать. Потрудитесь, будьте так любезны, мадам, прочитать греческую мифологию. Это владыка океанов, бог океанов. Один из братьев, которые покровительствуют миру. Значит, разъясняю вам, открываете древнегреческую мифологию. Там есть такое дело. 3 брата разделили между собой землю, воду и преисподнюю. Зевс взял себе небеса, стал главенствующим богом. Аид взял преисподнюю и стал богом мертвого мира. Через мертвый мир, то есть протекает река Стикс. У меня есть ритуал Стикс. Если чего, можете посмотреть. Я думаю, что вы смотрите, сутками сидите аж. Значит, следующий момент. Посейдону, Тритону, Тритон это его сын. Ну все, меня тоже. Посейдону, Нептуну дали океаны. И он бог, покровитель океанов. И назвать бога, одного из главенствующего бога вселенной, царем воды, это есть низшая ступень просто развития, слов нет просто. Если вы хотя бы крадете мое, воруете, воруете таким образом, хотя бы не дешевите до такой степени, понимаете? А то мне исправлять эти ошибки потом просто неудобно. Следующий вы говорите, купите царя воды, поставьте и скажите, это не царь воды, это бог. И статуи Бога не каждому человеку можно покупать и поставить дома. Это очень опасно для этого человека. Не нужно людей ввести в заблуждение. Нету царя воды. Уважаемые, есть царица вода, матушка, если вы об этом хотите сказать, да. Есть там река, есть название воды, Ульяна, Маримяна, струя Татьяна и прочие. Но это из древнерусского колдовства. Но царь воды меня вообще убило. Просто мы все лежали под столом от хохмы. Царь воды поставили, с клюквы налили, и все хорошо. Изучите, пожалуйста, мифологию. Раз уж вы решили тоже поставить статую, если вы думаете, что весь секрет, значит, моей успешности это в статуях и в камере и прочее, вы очень сильно ошибаетесь. Я могу и без статуи настолько интересно снять, и настолько это будет рабочее. Уважаемая мадам, главное не купить статую и поставить. Главное, чтобы этот ритуал был рабочий, чтобы он сработал, чтобы он не был примитивом, таким как, например, как яйцо упало, так и мои проблемы упали и прочая хрень. Пожалуйста, не нужно запутывать народ. Какой там царь воды? Вы прочитали, побежали там мой ритуал бегом совершать. Хотя бы совершайте там более-менее на каком-то уровне человеческом просто. Это уже смешно. Какое-то безумие, клянусь, мракобесие какое-то вот желание позорить самого себя. Вы выставили ВКонтакте, там в сундуке соберите все эти бирочки, будто у вас там много товаров. Мадам, если вы забираете мою идею, вы в YouTube не выложили, потому что все же узнают, потому что мой ролик был, как деньги притянуть, или деньги, как они приходят. Я сказала, что Вселенная не любит открытого пространства. И положите одно украшение, большой сундучок, через некоторое время оно там прибавится. И вот тут же взяли эту идею и сказали людям, бирки соберите. Ну да, сейчас по соседям пойду, их бирки соберу, и будет у меня богатство. Ой, у меня слов нет. Итак, как я обещала всем, дорогие люди, вам не нужно иметь статую Посейдона. Упаси вас боги, собирать статуи богов. Оно очень опасно, это тянет очень много энергии и сил. Но не нужно вам это, друзья мои. Вы из другой сферы. Вот я вам дарю этот ритуал, совершите. И вода будет вам помогать исцелять, и в определенные моменты явится просто спасением для вас. Вам нужно будет найти раковины, везде их продают, морские, чтобы они были. Возьмите какой-нибудь камень, если дома есть, да, вот аквамарин, это морской камень называется.
То есть морская вода в переводе, насколько вы знаете. Можно стелить черную ткань, но я черную люблю. Можно синюю ткань. Воду поставили, да, в какой-то емкости. Синие свечи постарайтесь найти. Если не найдете синие свечи, возьмите парафиновые белые, потому что белая пена, белый тоже цвет морской. И возьмите обязательно морскую соль. После того, как вы это все сделали, воду надо выпить. Я еще раз там скажу к концу, да. А вот этой солью надо просто налить воду, чуть-чуть соли этой добавить или всю соль и держать ноги несколько секунд просто. Там буквально смыть себя этой солью, чтобы соль соприкоснулась, то есть чтобы сила океана, сила морей, морской соли соприкоснулась с вашей энергией, поскольку вы призываете силу океана. В этом ритуале я использую слова такие, как могучий океан. Океан, он сын земли и неба, Урана и Геи. То есть первозданных богов, которые родили и титанов, родили и богов. Они сами дети Хроноса. Хронос – это время. Мы говорим хроника дней, да, время. Это с греческого время переводится. Здесь используется имя Тритон. Тритон есть морской бог, чудовище, там в разных мифологиях по-разному, но он есть один из владык, если уж так грубо говоря, смотрителей морского дна и контролирующий пространство морей, да, вместе с океаном. Тритон – сын Посейдона. Посейдон, он есть тот же самый Нептун, бог морей. И Нептун, он бог морей, он не царь воды, никогда не был царем воды. Он над царями царь, он бог. Итак, начинаем ритуал. Говорим один раз, а после я объясню, что дальше делать. О великая и вечная вода! О сын неба и земли, могучий океан! О ты, кто в гневе сметает горы и города! О ты, в чьих водах живут огромные киты, и неизведанные рыбы, и невидимые чудовища! О могучий сын Урана и Геи! О бескрайний океан! Ты есть в каждой капле воды! Ты друг и соратник великого Тритона! Ты обиталище самого бога Посейдона! Ты вечный океан! К тебе стекаются реки, из тебя рождаются волны всемогущие, волны смерть несущие. На дне твоем прячутся чудовища, страшноликие. О великий сын Урана и Геи, могучий океан! Я выпиваю твою воду и беру себе твою великую защиту. Да будет отныне вода мне покровителем. С каждой каплей воды достану я сильнее, краше и непобедимее. Заклинаю. Заключаю я союз с великим океаном, союз нерушимый между мной и великим и вечным океаном, между мной и всемогущим богом Посейдоном. Да будет вода мне защитой и целителем, истинно заклята, свидетели духи. После этого берем воду, выпиваем. У вас сразу закружится голова. Это точно будет, потому что и будет тепло по всему телу, потому что вода в вас активизируется. Поскольку мы больше процент нашего тела состоим из воды, вообще любая вещь в себе содержит водную часть, да, то естественно, что вода активизируется внутри нашего организма. Везде активизируется, везде вокруг нас активизируется вода после этого ритуала. Так, нет воды больше. Голова немножко закружилась, но я думаю, у вас сильнее закружится, так что будьте готовы. Свечи можете спрятать для того, чтобы потом, через некоторое время, еще раз повторить этот ритуал. Соль морскую знаете, да? Или принимайте ванную с этой солью, или просто
значит, кидаете в ванну, становитесь на пару секунд, ничего не говоря, потом смоете эту соль. Дорогие люди, после совершения этого ритуала вода настолько становится сильной в вашей жизни, активизируется эта стихия, что вы можете просто у воды попросить то, что вы хотите, выпить ее или смыть лицо, например, да, и прочее. Вы подсознательно сами поймете, что надо делать каждый раз. И у вас будет невидимый покровитель и помощь, поскольку вода находится везде и всюду. И это один из всемогущих стихий на земном шаре, и не только на земном шаре, потому что воду находили и на других планетах. Итак, удачи вам и всех благ.